Аральск – это самый морской город без моря, а также город очень большой морской надежды. Привет, друзья и случайно зашедший. Я странный дядька, вы у меня на канале, а я в Аральске, ну или в городе Арал по-казахски. И вот мы с вами на территории бывшего порта Арал. Вот когда-то здесь, буквально в метре от меня, уже плескалась вода, был большой судоходный залив, и вот на той стороне стоят те самые портовые краны, куда к причалам приходили суда. Я, насколько знаю, на той стороне, на той территории был судоремонтный завод. Но еще в 70-х годах прошлого века Аральское море начало мелеть. И вот этот вот залив обмелел до такой степени, что суда уже не смогли заходить в судоремонтный завод. И с огромной проблемой судоремонтный завод в конце концов закрылся. Власти всячески пытались, так сказать, спасти ситуацию. На этой территории чем только занимались, что только не делали. И бытовую технику выпускали, и вагоны ремонтировали. Но, к сожалению, я так понимаю, что все пока поросло. Зрелище, конечно, печальное. Здесь раньше, можно найти чуть постарше фотографии, где на этой территории есть еще и брошенные суда. Но я так понимаю, за все это время суда распилили на металлолом. Почему вот эти два крана стоят до сих пор, для меня огромная загадка. Почему их не распилили на металл? Ведь если разобраться, то стоят они здесь уже почти 50 лет, вот в таком вот виде. И до сих пор стоят, ничего с ними не произошло. Стоят как символ города, как надежда на возрождение. Их видно, наверное, практически из любой части города. Разбросанные лодки и редкие лужи с водой, а в остальном, в основном, все соль и всякая разная грязь. Вот если посмотреть куда-то туда, это же все была морская территория. Здесь был глубоководный залив, вот там дальше видно, есть глубоководный канал для выхода судов. И куда-то вот туда суда уходили в открытое Аральское море, когда оно еще было здесь. Сейчас ситуация несколько улучшилась, и, насколько мне известно, море здесь расположено всего лишь в 20 километрах. Но что интересно, смотрите, чайки вон до сих пор кружатся вон там. Вон их сколько, огромное количество птиц. Интересно, что они там делают. Ну что, надо, наверное, попробовать дойти хотя бы до канала, чтобы хотя бы формально окунуть там какую-нибудь конечность в формально Аральское море. Оно, конечно, хотя кто его знает, может быть, каналом-то оно и соединяется где-то там с водой. И тогда все будет, так сказать, фактически верно. Вот я спустился вниз и фактически иду по дну Аральского моря. Я не знаю, есть ли где-то в мире еще такие ситуации, где море было и море ушло. Наверняка есть, но я, честно говоря, на ум ни одна не приходит. Если вы в курсе, то, пожалуйста, пишите в комментариях, где есть еще такие же ситуации, кроме как с Аральским морем. Но вообще, конечно, вот если вдуматься, то, чрезвычайно печальная на самом деле ситуация. Город жил, был прибрежный, морской, моряки, рыболовы, куча всякой разной другой работы, связанной с морем. И вдруг в какой-то год чпок, и залив становится таким мелким, что сюда уже не могут заходить. И вот что людям делать? С учетом того, что расположено это все в пустыне. Пустыня Приаральский Каракум, по-моему, так она правильно называется. И все, и ничего нет. Такой вот, как бы, медвежий угол. Садись и уезжай. Ужасная ситуевина. Никому такой не пожелаешь. В общем, подходим мы к
там что осталось вот этого залива. Вероятно, все-таки этот залив вот тем каналом связан таки с основной, так сказать, водой, северной частью Аральского моря. Ну, мне хочется так надеяться. Тогда получится, что я сейчас не зря сюда иду макать туда, так сказать, руки и умыть лицо для того, чтобы отметиться в своем, так сказать, послужном списке еще одно море. Поставить галочку, что я был на Аральском море. А вы посмотрите, какая здесь в канале чистая вода. Это, наверное, потому что она подпитывается из вот тех вот, видимо, подземных источников, из которых питаются и многочисленные имеющиеся здесь в городе озера. Откуда-то оттуда, из моря, сюда приходили корабли. Вот шли они по глубоководной части канала и заходили туда, к заводской стенке причальной. И туда дальше, в рыбный порт, наверное, который там был. Как-то вот так это все работало. Ну вот, она. Смотрите-ка. Оп. Оп. Очки-то надо снять. Оп. Надо сказать, пахнет вода как-то неприятно. Не знаю чем, но чем-то таким. Вот свершившийся факт. Был в Аральске. На остатках Аральского моря. Окунул туда руку и умыл лицо. А вон там, смотрите, остатки какого-то корабля. Вон металлические конструкции. Вон. Это, видимо, какая-то баржа, наверное, была. Но туда уже я не пойду. Вода вот сейчас осталась на бороде. Я облизнулся и почувствовал, что вода соленая. Причем так хорошо соленая. А пахнет, наверное, из-за водорослей. Хотя я не исключаю, что сюда из города и канализацию сливают тоже. Вообще, на этом месте был аул. Аул здесь был, по-моему, с самого начала 19 века. Затем, впоследствии, в начале века 20-го, в 905 году построили железную дорогу, построили железнодорожную станцию. Ну и здесь появились предприимчивые купцы, которые здесь организовали промысел. Промысел рыбный, какой-то, видимо, еще. Что-то они делали. И, в общем, все это развивалось успешно. Город рос, богател. В каком году он стал городом, я, честно говоря, не помню, не знаю. Ну да и бог с ним. Затем уже в советское время здесь также продолжалась вся эта рыболовецкая история. Судоремонтный завод вот появился. И вокруг было очень много всяких разных военных частей, которые занимались всякими разными делами. Тут же рядом Байконур. Кто-то, видимо, там обслуживал этот Байконур. А самое главное, самая легендарная, скажем так, история была здесь. Военная часть, территория называлась она Аральск-7. Где-то там, на острове в Аральском море, занимались изучением всяких разных бактериологических бяг. Чем сейчас город живет, я не знаю. Я, честно говоря, не изучал вопрос. Но если верить сведениям из Википедии, то здесь даже население растет год от года. То есть люди приезжают, что-то вон смотрю, дома строятся. Некоторые дома выглядят прям совсем хорошо. Поэтому, значит жизнь житействует. Значит, есть чем жить, есть чем заниматься. Вот это здание за моей спиной со стильным современным фасадом — это символ надежды. Даже уже не надежды, уже даже символ возрождения Аральска. Это рыбоперерабатывающий современный, достаточно мощный завод, который уже сейчас, насколько мне известно, работает в том числе на местном сырье. То есть северная часть Аральского моря ожила, скажем так, настолько, что там уже появилась рыба, которую можно вылавливать в каких-то серьезных количествах. Здесь, в самом центре города, на территории, я так понимаю, бывшего рыбацкого порта, организован вот такой вот мемориал и музей. Прежде всего здесь есть вот такой вот памятник всем местным аральским рыбакам.
Здесь, я так понимаю, перечислены имена и фамилии рыбаков. Здесь, видимо, в сезон шпинделяет фонтан. Есть небольшая аллея, фонари, скамеечки, детская площадка. Все чинно, ровно. Ну и несколько исторических экспонатов. Один из вагонов, который по запросу, по письму товарища Ленина были отправлены голодающим. Ну и вот здесь еще более интересная экспозиция. Это всякие рыболовецкие суда. Как вот такие вот совсем маленькие лодочки-суденушки, так и вот такая вот большущая. Не знаю, что это такое за штука. Вообще вот там вот в домике с зеленой крышей музей рыболовецкий. Но сегодня воскресенье и музей не работает. ПТС. Научно-исследовательское судно Аральского моря. Я так понимаю, что это те самые корабли, которые вот там на фотографиях стояли, видимо, в акватории бывшего залива. Их вытащили на берег, отремонтировали. И теперь они музей. А вот здесь, смотрите, вообще очень интересные суда. Очень старые. Ну вот это чуть, я так понимаю, помоложе. Оно, наверное, уже вон дизельное. А вон там паровая труба. То есть это еще и паровое судно. Теплоход Токтаров. Порт Аралрыбпром. А здесь всякие разные оборудования, видимо, с судоремонтного завода. Ну и просто из будней, так сказать, местных рыболовов. А посмотрите-ка, какая в том заливе соленая вода. Вон несколько капель попало на очки. Они высохли и прям остались солевые следы на стеклах. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Спасибо, что поставили лайк. Обязательно напишите в комментариях, как вы считаете, вернется ли Аральское море и возродится ли здесь в Аральске рыболовецкая промышленность до былых, так сказать, высот. Если вы знаете какие-то еще такие места в мире, где произошла аналогичная катастрофа, пожалуйста, пишите в комментариях. Я, честно говоря, припомнить больше ни одного высохшего порта не могу. Вам счастья, здоровья, любви и терпения, Аральску и Аральскому морю высокой воды и возрождения былой славы и былого величия. На сегодня все.